Мир вам, дорогие подписчики и гости моего канала. Я к вам с чудесной шалью. Самой мне очень нравится этот узор. Уже давно желаю его связать и именно из этой пряжи. Однако боюсь, что по данной презентации вы не сможете по достоинству оценить всю красоту данного узора. Уж больно шаль теряется на фоне, но другого варианта у меня не было. Как обычно, я постараюсь сделать мастер-класс максимально подробным и понятным даже для начинающих. И буду рада любой вашей оценке и поддержке. Вязать буду шаль из пряжи Ангора Ram в составе 40% мохера, 60% акрила, 100 граммах у нее 500 метров, цвет номер 512. Кстати, другую дополнительную информацию о том, какого размера получилась шаль, какой расход у меня был полностью на данное изделие, вы сможете прочитать внизу в описании под данным видео. Вообще внизу в описании под каждым видео есть данная информация. Крючок использовала 2,5. Итак, приступаем к вязанию. Вначале делаем петлю и фиксируем ее. Теперь набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в самую первую петлю провязываем соединительный столбик. Сделали колечко. И теперь в это колечко будем провязывать первый ряд. Набираем 3 воздушные петли. Делаем накидный крючок в колечко. Делаем так, чтобы хвостик наш проходил над колечком, и провязываем вместе. Так, делаем 2 столбика с накидом в кольцо прям. Теперь 2 воздушные петли в это же кольцо, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Мы провязали вот таким образом первый ряд. Приступаем к вязанию второго ряда. Набираем 3 воздушные петли, поворачиваем вязание. Теперь будем провязывать под цепочку из 2 воздушных петель. Сначала 3 столбика с накидом. 1, 2 столбик и сюда же 3. Провязали 3 столбика, делаем 2 воздушные петли и сюда же под цепочку еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накидный крючок и под следующую цепочку провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Итак, мы провязали второй ряд и приступаем к вязанию третьего ряда. Набираем цепочку из 3 воздушных петель, вязание поворачиваем,
И теперь вот данный элемент узора, вот эти два веера, между ними цепочка из 2 воздушных петель, будет повторяться в каждом ряду в начале и в конце ряда. То есть под цепочку 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда же под цепочку еще 3 столбика с накидом, 1, 2 и 3. И этот элемент узора будем повторять из ряда в ряд в начале и в конце каждого ряда. Теперь набираем 3 воздушные петли и под цепочку из 5 воздушных петель предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще один столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли и повторяем данный элемент узора. Под цепочку провязываем 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 2 воздушные петли, 1, 2 и еще 3 столбика с одним накидом, 1, 2 и 3. Итак, мы с вами провязали 3-й ряд. Приступаем к вязанию 4-го ряда. Набираем цепочку из 3 воздушных петель, вязание поворачиваем, провязываем данный элемент узора аналогичным образом, как и в предыдущих рядах. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. Далее набираем цепочку из 3 воздушных петель, 1, 2, 3, делаем накидный крючок. Теперь в самый первый столбик с накидом предыдущего ряда, в его вершину провязываем столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли и под цепочку из 2 воздушных петель столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще один столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли и в вершину второго столбика провязываем столбик с одним накидом. Должно получиться 4 столбика. Теперь 3 воздушные петли и повторяем данный элемент узора. 3 столбика с накидом, 2, 3, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом, 1, 2 и 3. На этом мы закончили 4-й ряд. Начинаем 5-й ряд. 3 воздушные петли, вязание поворачиваем, повторяем данный элемент узора, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. И теперь набираем цепочку из 3 воздушных петель, 1,
2, 3. Делаем накидный крючок и в вершину самого первого столбика предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. В 3 рядах у нас получился столбик над столбиком. Теперь 2 воздушные петли, накид, под цепочку вот сюда в арочку, в самую первую, провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли, и теперь во вторую арочку провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли, и сюда же в эту же арочку еще один столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли и в третью арочку один столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петли и в вершину последнего столбика провязываем столбик с одним накидом. В этом ряду у нас должно быть 6 столбиков с накидом. Теперь 3 воздушные петли, накид на крючок, и данный элемент узора повторяем так же, как и в предыдущих рядах. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. Закончили ряд. Начинаем следующий 6-й ряд. Набираем цепочку из 3 воздушных петель, вязание поворачиваем, провязываем аналогичным образом данный элемент, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. Когда в предыдущем ряду у нас было провязано 6 столбиков с накидом, то здесь мы уже делаем цепочку из 5 воздушных петель. Между столбиками у нас было провязано по 2 воздушные петли. Будем называть это арочками. Итого у нас должно было получиться 5 арочек. Теперь делаем накид на крючок, просовываем крючок в первую арочку, захватываем нить и вытягиваем ее. Придерживаем ниточки пальцем, делаем второй накид, просовываем крючок в арочку, захватываем ниточку, вытягиваем. Третий накид, просовываем крючок, захватываем нить, вытягиваем. Захватываем нить крючком, просовываем сквозь все накиды, но оставляем 2 петли на крючке и теперь провязываем эти 2 петельки вместе. Так мы провязали пышный столбик. Теперь 2 воздушные петли, накид на крючок. Теперь во вторую арочку просовываем крючок, захватываем ниточку, вытягиваем ее. Второй накид, второй раз вытягиваем нить, третий накид, вытянули нить. Просовываем ниточку сквозь все накиды и провязываем 2 петельки вместе. 2 воздушные петли, в третью арочку провязываем таким же образом пышный столбик из 3 накидов. Захватываем рабочую нить крючком, протягиваем сквозь все накиды и провязываем 2 петельки вместе. 2 воздушные петли, в следующую 4-ю арочку провязываем также пышный столбик из 3 накидов. 1, 2, 3 накид. Захватываем ниточку и провязываем теперь 2 петельки вместе. 2 воздушные петли, в 5-ю арочку также первый накид, второй накид и третий накид.
Захватываем ниточку, протягиваем сквозь все накиды и провязываем вместе 2 петли. Так у нас должно получиться 3, 4, 5 пышных столбиков. Делаем 5 воздушных петель. И в конце также провязываем данный элемент узора. 3 столбика с накидом. Две воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. Закончили мы с вами 6-й ряд и начинаем 7-й. Набираем 3 воздушные петли, вязание повернули и также провязали данный элемент узора, как и в предыдущих рядах. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. Далее мы здесь набирали цепочку из 5 воздушных петель. Теперь 3 воздушные петли под эту цепочку провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще 1 столбик с накидом. Сделали галочку. Теперь 3 воздушные петли. Данная галочка — это начало нового веера, нового узора. Вот она, так же как и мы тут начинали. Итак, теперь между пышными столбиками у нас есть арочки. В них провязываем также пышные столбики. То есть в первую арочку провязали пышный столбик из 3 накидов и провязали 2 петельки вместе. Теперь 2 воздушные петли, накид на крючок. Во вторую арочку провязываем пышный столбик из 3 накидов, провязываем 2 петельки вместе, 2 воздушные петли. В третью арочку пышный столбик из 3 накидов, провязываем вместе 2 петельки, 2 воздушные петли и в четвертую арочку пышный столбик из 3 накидов, захватываем ниточку и провязываем вместе 2 петли. В предыдущем ряду у нас было 5 пышных столбиков, в этом 4. Теперь 3 воздушные петли, накид на крючок, под цепочку из 5 воздушных петель провязываем столбик с 1 накидом. Теперь 2 воздушные петли, накид и под цепочку сюда же еще 1 столбик с накидом. Сделали галочку. Теперь 3 воздушные петли и в конце ряда провязываем аналогичный элемент узора, как и в начале и в конце каждого ряда. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом под цепочку из 2 воздушных петель. На данном этапе мы с вами провязали 7 рядов. Вот уже в 7-м ряду, в начале и в конце ряда, мы начинаем новые, для меня лично они сосновые шишки. Итак, начинаем 8-й ряд. 3 воздушные петли, вязание поворачиваем, под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и сюда же под цепочку еще 3 столбика с 1 накидом. Далее делаем 2 воздушные петли, накид на крючок. И теперь будем увеличивать наш веер
так же, как и в прошлый раз. Вершину первого столбика провязываем столбик с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли, накид на крючок и под цепочку из 2 воздушных петель провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще один столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли и в вершину второго столбика провязываем столбик с одним накидом. Итак, у нас получилось 4 столбика в этом ряду. Теперь 3 воздушные петли, накид на крючок, в первую арочку между пышными столбиками провязываем пышный столбик из 3 накидов и провязываем 2 петельки вместе. 2 воздушные петли во вторую арочку, пышный столбик из 3 накидов, просовываем нить сквозь все накиды и 2 петельки провязываем вместе. 2 воздушные петли, третью арочку, пышный столбик из 3 накидов, просовываем нить сквозь все накиды и 2 петельки провязываем вместе. В этом ряду у нас всего 3 пышных столбика. Теперь 3 воздушные петли, накид на крючок и также эту галочку увеличиваем. Вершину первого столбика провязываем столбик с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли под цепочку из 2 воздушных петель, провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же под эту же цепочку еще один столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли, накид, вершину второго столбика провязываем столбик с одним накидом. Увеличили в этом ряду веер на 4 столбика. Делаем 3 воздушные петли и провязываем данный элемент узора так же, как и в предыдущих рядах. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом под цепочку из 2 воздушных петель. Закончили ряд. Эти веерочки мы будем провязывать таким же образом, как и вот самый первый. То есть теперь у нас идет увеличение на 6 столбиков. Начинаем. 9 ряд, набираем цепочку из 3 воздушных петель, вязание поворачиваем. Данный элемент узора провязываем также под цепочку из 2 воздушных петель, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с накидом. Теперь провязываем цепочку из 3 воздушных петель, вершину первого столбика провязываем столбик с одним накидом, делаем 2 воздушные петли в первую арочку, под цепочку провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, накид на крючок, в следующую арочку провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще один столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и в последнюю арочку
столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Вершину последнего столбика провязываем столбик с одним накидом. Увеличили веер на 6 столбиков в этом ряду. Продолжаем. Делаем цепочку из 3 воздушных петель. Теперь между пышными столбиками в первую арочку провязываем пышный столбик из 3 накидов. Захватываем ниточку, протягиваем и провязываем 2 петельки вместе. 2 воздушные петли. Во вторую арочку провязываем пышный столбик из 3 накидов. Захватываем ниточку, протягиваем сквозь все накиды и провязываем 2 петельки вместе. Далее 3 воздушные петли. Вершину первого столбика провязываем столбик с одним накидом. Две воздушные петли. В первую арочку под цепочку из 2 воздушных петель провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Во вторую арочку столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же в эту же арочку еще один столбик с одним накидом. Две воздушные петли. В следующую арочку, последнюю, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. И в вершину последнего столбика провязываем столбик с одним накидом. Провязали 4, 5, 6 столбиков. Теперь 3 воздушные петли и повторяем данный элемент узора, как в предыдущих рядах. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом. Мы с вами провязали 9 рядов. Теперь приступаем к вязанию 10 ряда. Набираем цепочку из 3 воздушных петель, вязание поворачиваем. Под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с одним накидом. Итак, в этом ряду мы будем уже провязывать пышные столбики в арочке, поэтому набираем цепочку из 5 воздушных петель, 3, 4, 5, делаем накидный крючок и в первую арочку между столбиками с накидом провязываем пышный столбик из 3 накидов, захватываем ниточку и провязываем 2 петельки вместе, 2 воздушные петли. Следующую арочку пышный столбик из 3 накидов, протягиваем ниточку, 2 петельки провязали вместе, 2 воздушные петли, третью арочку пышный столбик из 3 накидов, захватили ниточку, протянули, 2 петельки вместе провязали, 2 воздушные петли, четвертую арочку пышный столбик из 3 накидов, ниточку захватили, протянули и 2 петельки вместе провязали. Далее 2 воздушные петли в самую последнюю арочку, пышный столбик из 3 накидов и провязали 2 петельки вместе. 5 пышных столбиков. Теперь смотрим, в предыдущем ряду у нас было всего 2 пышных столбика, и теперь мы будем провязывать в арочку между ними. Выбираем цепочку из 3 воздушных петель, делаем накидной крючок и в арочку между 2 пышными столбиками провязываем столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли,
И также теперь в каждую арочку будем провязывать пышные столбики. Первую арочку провязываем пышный столбик из 3 накидов. Ниточку захватили, протянули, 2 петельки вместе провязали. 2 воздушные петли. Во вторую арочку пышный столбик из 3 накидов. Захватили ниточку, провязали 2 петельки вместе, 2 воздушные петли. В третью арочку пышный столбик из 3 накидов. Захватили, 2 петельки вместе провязали, 2 воздушные петли. И также в четвертую и в пятую арочку аналогичным образом. Если вы вдруг не запомнили, как провязывать эти пышные столбики, а сейчас я добавила скорость на видео, и вам теперь это непонятно, то вернитесь в начало видео и посмотрите. Там подробно и спокойно показываю. Итак, провязали 5 пышных столбиков, делаем 5 воздушных петель. И провязываем данный элемент узора так же, как и в предыдущих рядах. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом под цепочку из 2 воздушных петель. Итак, у нас с вами провязано 10 рядов. Приступим к вязанию 11 ряда. Набираем цепочку из 3 воздушных петель, вязание поворачиваем. Данный элемент узора провязываем так же, как и в предыдущих рядах. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом в цепочку из 2 воздушных петель. Теперь у нас тут цепочка из 5 воздушных петель в предыдущем ряду. Набираем цепочку из 3 воздушных петель, делаем накид на крючок и под эту цепочку провязываем столбик с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли, накид на крючок и сюда же еще один столбик с одним накидом. Провязали галочку, делаем 3 воздушные петли. И так теперь в каждую арочку будем провязывать пышные столбики. В первую арочку пышный столбик, 2 воздушные петли. Во вторую арочку пышный столбик из 3 накидов, 2 воздушные петли. Третью арочку пышный столбик из 3 накидов. Каждый пышный столбик закрепляем соединительной петлей. Далее 2 воздушные петли. Четвертую арочку пышный столбик из 3 накидов. Провязали 4 пышных столбика. Теперь делаем 3 воздушные петли. И у нас тут образовался столбик с одним накидом. В его вершину провязываем галочку. То есть столбик с накидом, 2 воздушные петли и сюда же в вершину этого столбика еще один столбик с одним накидом. Провязали галочку, делаем 3 воздушные петли и провязываем также в каждую арочку между пышными столбиками теперь пышные столбики с 3 накидами и между ними по 2 воздушные петли. Всего провязали 4 пышных столбика. Теперь 3 воздушные петли. В конце под цепочку из 5 воздушных петель провязываем галочку, столбик с накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще один столбик с накидом. Провязали галочку и теперь в конце 3 воздушные петли,
под цепочку из 2 воздушных петель 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с одним накидом. И так мы провязали с вами 11 рядов. В этом ряду у нас получились 3 галочки, которые являются началом 3 новых шишек. Далее вяжем также. Узор данный вяжется легко, поэтому уверена, что далее самостоятельное вязание для вас не составит проблем. Я провязала еще несколько рядов, дошла до того момента, где у нас начинаются новые шишки. То есть у меня вот вверху уже 4 новые галочки. То есть будут 4 новые шишки. Далее вяжем еще столько рядов, сколько необходимо для того, чтобы получить шаль нужного вам размера. По окончанию верхний край обвязываем вначале столбиками с одним накидом, полностью верхний край проходим, и следом закрепляем еще один ряд столбиками без накида. Я никогда не считаю ряды, поэтому не могу сказать, сколько рядов у меня было провязано, а какого размера у меня получилось в итоге. Внизу в описании под каждым видео я всегда оставляю эту информацию. По завершению, уже по вашему желанию, можно украсить шаль кистями, бахромой, на ваше усмотрение. По мне здесь кисточки, конечно, намного лучше будут смотреться. На канале есть видео с мастер-классом о том, как делать кисти. Вдруг для тех, кто не знает. По традиции прикрепляю здесь схему данного узора. Можете сделать себе скриншот экрана, либо пройти внизу в описании под видео. Там оставляю ссылочки на социальные сети, и там можете скачать данную схему, также другие схемы в хорошем качестве. Эту схему нарисовала я на 15 рядов. Ровно столько же я провязала свой образец. Надеюсь, что дальнейшее вязание для вас не составит никакого труда. Но все же, если у вас возникнут какие-то вопросы, то пишите в комментариях, пишите в социальных сетях. Отвечу обязательно, с удовольствием, и будем разбираться вместе. Возможно, вина даже не у вас, поэтому не стесняйтесь. Скорее всего, если вы что-то не поняли, то значит я что-то не донесла. Обязательно проходите под видео, читайте описание. Там я пишу всю дополнительную информацию, которую не сказала в видео, возможно, что-то забыла. Также там я оставляю информацию о том, как я провожу ВТО своих изделий, именно с каждой пряжей, соответственно. Поэтому проходите, читайте. Стараюсь для вас написать, сказать, снять максимально подробное и понятное видео. На этом все. Мастер-класс окончен. Надеюсь, что было вам полезно. До скорых встреч в новом видео. Берегите себя.